Всем привет! В продолжении серии видео о инструменте, который использую в работе, расскажу сегодня про вырубки вот для кожи, которыми пользуюсь. Есть вырубки для ручного использования, есть вырубки для пресса. Вот такие можно заказать для разной формы. Именно использование с прессом, но этих я расскажу в отдельном видео. Сейчас про вот такие вот китайские наборы. То есть сразу видно по ним, что это такая черновая работа. То есть они не очень качественные, и как бы материал сам, я думаю, не очень качественный, и само изготовление, потому что даже вот на этих прямых там лезвия, они какие-то кривые заточки. Большинство пришло тупых, я как мог дорабатывал их. То есть сам пытался как-то заточить, почистил, потому что были все в какой-то смазке, в грязи, в ржавчине. В общем, тоже такие с зазубринами, какие-то кривоватые. В общем, что касается самого изготовления, то оно черновое, и как бы с виду инструмент не очень хорош. Но если его доработать, то в принципе свои функции он будет выполнять. Тем более, что как бы здесь нужно найти такую серединку между тем, что вам нужен качественный инструмент или же инструмент более бюджетный, но при этом, чтобы он выполнял поставленную задачу. Вот в данном случае эти наборы — это бюджетный вариант, который выполняет поставленные задачи, ну, если его немножко как бы доработать. Нашел я 4 основных таких самых распространенных вида этих вырубок, даже не то что вида, а формы, которые они вырубают. Вот у меня сегодня будет представлено здесь 3. Одна из форм — это вот такая прямая линия, то есть ничего как бы такого особенного, сверхъестественного. Вторая форма — это полукруг. Третья форма — это дуга, получается, более такой окружность расширенная. Вот. И четвертая форма — это угловые вырубки, то есть там прямой есть угол, есть более острый. Касательно вопроса, нужны ли они в работе и стоит ли их вообще покупать. То есть почему у меня нету этих угловых вырубок? Потому что я не вижу вообще, где я бы мог их применить в своей работе. Кроме того, что как бы ими делают кончики на ременных полосах, да, такие более заостренные. Вот, и все. Та же история с вот этим вот инструментом, который делает просто прорезь прямую, которую можно сделать при желании ножом. Этот инструмент я купил просто в нагрузку к вот этому, потому что на него шла какая-то скидка, там он стоил несколько $. В общем, я их купил просто так и особо ими не пользуюсь. Все можно сделать, то, что делают они, можно сделать ножом. Единственное, что один раз пользовался, мне нужно было сделать такую очень маленькую прорезь, прямую, вот 5-миллиметровая, такой пробойничек, он мне помог. Все, больше я вот этим именно набором не пользуюсь. Часто пользуюсь вот этими 2 наборами, то есть это у меня основной инструмент при работе с ремнями и при создании кошельков. Значит, на примере. Вот ременная полоса,
допустим, 40-миллиметровая. Находим, да, вот она, вырубка. В общем, закругляем вот этот кончик ремня. То есть у меня все ремни, они с вот таким вот, с такой вот формой именно кончиков. Работаю с этими вырубками. Если бы была еще угловая, то здесь можно сделать более острый уголок. Но мне как бы не принципиально. То есть такая форма устраивает. Потом это все дочищаю, дорезаю, снимаю фаски, и все получается довольно аккуратно и красиво. Почему, значит, использую этот набор и не покупаю там угловые? Потому что он еще участвует в работе с кошельками, с другими изделиями. В общем, такой набор довольно универсальный, и его часто можно использовать в своей работе. Вот, к примеру, сейчас покажу. Это 15-миллиметровая, так. А есть здесь еще вот 20-миллиметровая вот эта вырубка. Как я использую в кошельках? Использую вот для вырубки таких более глубоких вот этих вот прорезей. Получается размер вот этой заготовки 220 миллиметров, кармашки по 100 миллиметров по длинной стороне. И когда вшиваем кармашки, у нас выходит между кармашками 20 миллиметров остается вот это вот место. И здесь с одной и с другой стороны на одинаковом расстоянии мы делаем вот эту вырубку. Если снизу она несет просто более декоративный как бы характер, то сверху я делаю вот эту вырубку для того, чтобы было удобней вот брать, к примеру, открывать кошелек, да, и доставать. И вот доставать оттуда деньги тоже, в принципе, палец проходит. То есть достаточно удобно. Так что данный набор, он довольно универсален и можно использовать не только при изготовлении ремней, но также и различных кошельков, чехлов и так далее. Все вот эти инструменты, они пронумерованы. Можно выбрать как бы по нужному диаметру. К примеру, там тут же ремень, к примеру, полоса 35 миллиметров. Берем вот этот и делаем себе окружность. И все довольно удобно и быстро. Я не спорю, что можно делать эти все вещи ножом, но для этого нужно изначально сделать разметку, потом красиво это все провести несколько раз, потому что ножик может там не сработать. В общем, вот эти наборы, они просто лично мне упрощают и ускоряют мою работу. И все. Окружности создают более-менее, ну, как бы, такой правильной формы. Я не скажу, что вот здесь, к примеру, если это 15-миллиметровая вот здесь диаметр, то оно будет четко 15 миллиметров. То есть это Китай, то может там быть какая-то погрешность, плюс сами окружности, они могут быть не совсем идеальны. Но в работе, вот я посмотрел, то есть на изделиях этого вообще не видно и незаметно. То есть нету каких-то там критичных таких моментов, из-за которых не стоило бы использовать данные наборы. То же самое вот с вот этими вырубками. Тоже есть разные размеры. Допустим, вот это вот 10-миллиметровая, довольно часто и пользуюсь. Например, вот здесь делаем вырубку, и остаются такие уголки. Я их скругляю вот этим вот инструментом. Получается более аккуратно вот здесь. Так, потом бывает еще на кошельках еще скругляю вот эти вот углы этой вырубкой. Какой ее плюс? Она получилась достаточно острая, и ее можно использовать просто рукой. Продавливать, срезать уголки вот эти рукой, без использования молотка. Так, ну, также и вот здесь. То
То есть, ну, достаточно удобная. Если, к примеру, мне нужен там другой диаметр или хочется поработать ножом, то у меня есть специально такая линеечка со скруглениями. Я как бы именно вот эти вот скругления, углы делаю уже ножиком, срезаю. Так, потом есть еще... Сейчас, а вот она. Вот эти вот у кармашков вырубки делаю обычно 40-миллиметровой вот этой вот вырубкой. Кармашек 100 миллиметров, отступаем по 35 с каждой стороны, ставим 2 точки, совмещаем эти 2 точки лезвием и вырубаем. То же самое, как декоративный как бы такой элемент. То есть у нас получается здесь вот прорезь, здесь такое, оно друг друга дополняет. Плюс легче доставать отсюда карточку, когда есть вот эта вот прорезь. Прорезали, сняли фаски, заполировали, вскрыли финишем. И все. Вот. Тоже достаточно удобный набор, который, ну, как бы ускоряет работу. То есть сделали здесь вырубки, поснимали фаски, полирнули, склеили, сшили, и все. Получается более-менее такое красивое, гармоничное изделие. Есть дорогой инструмент, который там лучше сделан, лучшая сталь, какие-то качественные материалы, более качественно сам выполнен, то есть не вот так вот по-черновому. Но он будет выполнять те же, по сути, задачи. И ну, сейчас как бы на данном этапе нету ни возможности, ни как бы не вижу смысла покупать себе что-то дорогое, потому что, допустим, есть вырубка вот 40 миллиметровая, которые закругляют кончик ремня. Та, что более дорогая, она может быть по цене выше, чем, допустим, полностью весь взятый вот этот набор. А в работе, ну, как бы часто получается так, что ты не знаешь, какая вырубка тебе пригодится. Если вот 40-миллиметровый я использую там для ремней, знаю, да, но потом вот заказали, к примеру, ремень 25-миллиметровый. И что потом делать? Скруглять приходится как бы руками. А здесь вот набор купил, и один раз там надо было, допустим, сделать ремешок, ошейник там для собаки 25 миллиметров. Вот я ее использовал. Все. То есть удобно, и всегда этот инструмент есть, как бы, и недорого. Поэтому взял себе вот эти вот наборы для работы. И пока что ни в чем другом не нуждаюсь. По удобству работы, хоть они, ну, такие вот не очень красивые, достаточно удобно их держать в руках. Здесь изначально идут уже снятые вот фаски, то есть сам молоток они не повреждают. Большой диаметр вот этой самой ручки, то есть удобно попадать. В плане удобства использования, ну, никаких нареканий нету. То есть достаточно удобно, и работаю. И если, к примеру, надо было дорабатывать там моменты с заточкой, с лезвиями, с очисткой, это, конечно, ну, в китайском инструменте есть. Что касается удобства, в принципе, все устраивает. Вот. И еще одну вырубку я такую себе приобрел. Это не Китай, делают у нас в Украине. Значит, когда собирался делать кошельки, вот рассматривал различные варианты, то есть мастера делают кармашки там, к примеру, ну, вот такие вот там нашивные, да, несколько их нашивают, вот, а есть делают под карты прорези, получается, и потом делают какой-то там подклад, подшивают, и получается немножко другой формат этих кармашков. Я изначально купил себе такую вырубку для карт.
для отверстий под карты. Вот. Но все же не пришел к такой форме кармашков, и в работе вот эту вырубку пока не использую. Что хочу сказать конкретно по этому инструменту. Выполнен достаточно качественно, хорошо, заточка, как вы видите, более-менее все нормально, но удобства использования нету. Почему? Вот эта ручка очень тонкая, и не сняты вот здесь фасочки. Держать получается, ну, как бы не очень удобно. То есть я бы все-таки стачивал вот эти фаски, чтобы не давились в руки. Плюс сам вот этот держатель, ручку. Или же делать какую-то намотку. Вот, потому что видно, что это делается с одного там цельного куска металла. Вот. Или делать какую-то намотку, чтобы ее было удобнее держать. И, в общем, по такой вот маленькой площади сложно попадать молотком. Плюс молоток соскакивает. То есть надо вот эти как-то моменты дорабатывать. Скорее всего, потом, может, обтяну это кожей, сделаю чуть пошире саму ручку. Вот как видите, здесь я тоже стачивал, потому что здесь фаски были не сняты и просто откалывает от молотка куски. Так что есть еще вот такой вот инструмент. Делитесь своим опытом. Может, есть еще какие-то изделия, допустим, или же операции, в которых можно задействовать данные вырубки. В частности, интересуют вот эти, потому что лежат без дела. Возможно, что-то все-таки как бы можно ими делать более удобнее, чем, к примеру, прорезать там ножом. Вот. И то же самое относится там к угловым этим вырубкам. То есть не покупал, потому что как бы не вижу смысла использования в своей работе, но возможно есть какие-то вот этапы, там, или, к примеру, какие-то формы, как вот эти вот скругления, может, в каких-то изделиях как раз подходят вырубки угловые. То есть пишите в комментариях. Всегда благодарен за как бы какие-то советы, рекомендации, потому что сам только недавно начал шить и очень многого еще не знаю. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.